Добрый день. В эфире программа «Процесс. Итоги недели». И сегодня в нашей студии Карина Акоповна Москаленко, адвокат Михаила Ходорковского и основатель Центра содействия международной защиты. И также у нас здесь Андрей Колесников, журналист, политический обозреватель. Добрый день. Добрый день. Первый вопрос к вам, Карина Акоповна. Скажите, основные позиции, основные события, которые сейчас происходят? Да, вот эта неделя, она очень событийная. Мы начали работу по делу в понедельник и начали с первого, самого, может быть, простого ходатайства. Возобновить трансляцию. Первое, что сделал судья, он сообщил нам, что отсутствуют технические возможности, и в ходатайстве отказал. Но вечером того же дня мы узнали, что Московский городской суд имеет другую точку зрения на этот счет, и всем было обещано, что вещание будет вестись, трансляция будет вестись. Это, конечно, нас с одной стороны очень порадовало, а с другой стороны мы поняли, что не судья решает главные вопросы в нашем процессе, и это было очень грустно. Напомним нашим зрителям, что сейчас стадия процесса, когда защита представляет свои доказательства, и Михаил Ходорковский уже не первый день дает показания, выступает в суде. Начался этап представления доказательств защитой. Мы, в общем, говорили о том, что необходимо предоставить достаточное время для подготовки, потому что после около 50 свидетелей от обвинения пришло, и после допроса этих свидетелей внезапно, скоропостижно прекратилось представление доказательств стороной обвинения. Мне сейчас, на нашей стадии представления доказательств, важно было бы сослаться на какие-то показания, привести их текстуально, и делать я этого не могу по причине отсутствия протокола судебного заседания. Как вы говорите, его нет? Его не существует? Он, конечно, протокол, конечно, есть. Это уже радует. Это радует, потому что если бы его составляли через полгода, через год после прохождения судебного заседания, то можно упустить очень важные, существенные моменты. А как вы понимаете, в любом уголовном деле любой нюанс может стать решающим. И заботясь о достоверности судебного протокола, я попросила предъявить мне для ознакомления и выдать мне копии протокол судебного заседания за октябрь, за ноябрь прошлого года, за декабрь прошлого года. Как могут быть не готовы протоколы прошлого года, это исключено с моей точки зрения. Но председательствующего это не очень смутило, и протоколы не были предоставлены. На это ходатайство ведь на следующий день я все-таки получила ответ. Знаете, какой? Положительный. Мои ходатайства удовлетворены, и мне все это будет выдано. Но когда я спросила, когда будет выдано, мне сказали, что пока неизвестно. Суд, тем не менее, сказал, переходите к следующему. А следующим уже было заявление отвода. Вот как раз я хотела сказать об этом. Вы ходатайствовали об отводе судьи. Да, и до этого мы говорили о необходимости отвода прокуроров. И после того, как было отказано в заявлении об отводе прокурорам, и после того, как было отказано в предоставлении протокола судебного заседания, вещь совсем не шуточная, и после еще одного обстоятельства мы заявили отвод председательствующего. Вот об этом обстоятельстве я буквально 2 слова. Вы, наверное, знаете, что 4 марта прошло слушание дела в Страсбурге. Да, компании ЮКОС против Российской Федерации. Это было тоже поводом к заявлению просьбы об отводе. Об отводе судьи. Внезапно выяснилось, что вот то слушание, независимо от того, какое решение примет Европейский суд, имеет прямое непосредственное отношение к нашему делу в Хамовническом суде. Это важно. И как же? Как раз я хотела вас спросить о воздействии того процесса на процесс в Хамовническом суде. Никакого воздействия, никакой связи. И решение можете ждать, можете не ждать, оно не относимо к нашему делу. Что относимо? Позицию, которую занимает государство в процессе ЮКОС против Российской Федерации. Это позиция по вопросу о праве собственности. Налоги, которые должны были бы
по мнению государства, за дочерние предприятия выплачивать сами юкосовцы и должны были их платить там в том или ином размере. Они, конечно, уплачивались эти налоги. Очевидно совершенно, и вся отчетность была абсолютно прозрачная. И многие свидетели об этом говорили. Свидетели обвинения. Совершенно верно. Именно свидетели обвинения-то и говорили об этом. Самое главное, остановимся на том, что ЮКОС обязан к уплате налогов, потому что он является единственным законным собственником, который имеет вот эти налоговые обязательства. Так. А здесь, в Хамовническом суде, то же самое государство, понимаете, не прокурор Лахтин, именно государство, потому что они-то выступают от имени государства, то есть от имени, я бы сказала так, того же самого государства, они заявляют, что это собственность у добывающих дочек, там есть залезть в обвинение, еще там есть пункты, она была похищена. Мы получили вскоре после слушания, вот сейчас буквально, копию меморандума правительства, который не был, с позиции, которая не была изменена в Европейском суде на устных слушаниях, и сказали: «Ваша честь, мы располагаем этими сведениями. Эти сведения исключают обвинение в том виде, в котором прокуроры представляют его здесь, в Хамовническом суде, вас вводят в заблуждение, а мы вам об этом сообщаем и говорим о том, что необходимо прекратить этот, мы говорим все время абьюз, явное злоупотребление». Для этого я вам иллюстрирую концепцию остановки процесса, которая существует в международном праве, и которая, в общем, может применяться и должно применяться в любом государстве, которое мы называем правовым государством. Я сказала: ваша честь, до этого дня формально вы могли этого не знать. И, возможно, не знали. Но после сегодняшнего заседания, после того, как я вам представляю эту копию, которую вы вправе перепроверить, перезапросить, все что угодно, но вы не сможете делать вид, что вам об этом не стало известно такого-то числа, такого-то года. Именно сегодня. Ну и господин Данилкин наверняка что-то сказал. Господин Данилкин не сказал ничего. Я хочу обратиться к Андрею Колесникову и задать такой вопрос. Вы тоже, естественно, знаете о том, что были попытки заявить отвод судье. Вы работали в свое время, у вас юридическое образование, и вы работали в Верховном суде. Как вы полагаете, это вообще реально? Это реально действующий такой механизм? Отвод судье? Ну, я давно не слежу за конъюнктурой судебной, но мне кажется, что, в общем, это скорее такой символический жест, чем действие, которое может повлечь за собой действительно там отвод судьи. Вот я как раз хотел задать вопрос, не восстановит ли это судью против вас совсем, как бы. Значит, вот это мы уже отбоялись в первом процессе. Некоторые эксперты связывают, безусловно, называют процесс по делу Ходорковского и Лебедева политическим и говорят о том, что просто не приняты еще какие-то важные решения. Как вы полагаете, Андрей? Ну, потому что, да, действительно, решение не принято. Вот из рассказа очень не хочется там обижать судью, да, я не процессуальное лицо, я просто наблюдатель, да. Мне кажется, что человек все-таки бегает куда-то для того, чтобы уточнить какие-то принципиальные моменты. Есть еще вот этот совершенно действительно убийственный довод, связанный с позицией российского государства в Европейском суде по правам человека. Который совершенно исключает обвинение. Компании. Компания не могла у себя ничего украть. Что мы обсуждаем в данном случае? Что делает Ходорковский? Это какой-то ликбез по, значит, нефтехимии какой-то там, я не знаю. Пропадает предмет серьезного юридического разговора. Поэтому очищенный от юридической составляющей процесс превращается в политический. Я не знаю, как на это должны реагировать начальники, да, как на это должен реагировать бедный судья, попавший в оборот.